the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna Мистификация. meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Фильм основан на реальных событиях. Miramax Films, Bob Яри Productions и Mark Gordon Company представляют. Фильм Лассе Хальстрема. Ричард Гир. Мистификация. В фильме снимались Альфред Молина, Марсия Гей Харден, Хоуп Дэвис, Джули Дельпи, Илай Олах и Стэнли Туччи. Композитор Картер Бёруэлл. Художник Марк Рикер. Оператор Оливер Степлтон. Дана, ты меня слышишь? Ладно, слушай, просто следуй указаниям. Нет! Нет, Энн! Продюсеры Марк Гордон, Лесли Холлеран, Джошуа Ди Морер, Бетси Бирс Гарольд. Нет, спасибо. и Боб Яри. А тебе идет. Фильм снят по книге Клиффорда Ирвинга. Придется отменить встречу. В здание не попасть. 4 верхних этажа закрыты. Автор Я не знаю, в сценария чем дело. Уильям Это Уиллер. не важно, там Режиссер никого не должно Лассе быть. Хальстрем. Просто следуй указаниям. Это что, так сложно? Клиффорд, уже 2:37. Мои люди устали ждать. Где он? Чё-то Сейчас будет. будет. Нью-Йорк, 20 октября 1971 года. Кажется, у нас что-то есть. О, боже. Вертолет Это он? приближается к зданию. Вы видите? Это он! О, боже! Он здесь! Октавио садится. Это он! Освободить крышу. Это замечательно. Уносите все с собой. Быстрее, быстрее. Он выполнил обещание. За 4 месяца до этого. Подделка. Подделка. Да. Малика, это Клиффорд, он написал роман «Подделка». Замечательная книга про парня, художника, который здорово Прекрасный подделывал картины. Фальсификатор. Совершенно верно, ужас. Точно. Эльмир Дехори, так его звали. Он подделывал Пикассо, Да. картины Матисса, Модильяни. Модильяни, Целая теория выставленные была в музее. фальсификации как Да-да. искусстве, что Очень искусство губительный вид деятельности. это. По-моему, книга плохо продавалась. Ну, конечно, не совсем плохо. Не будем об Но этом это не важно. сегодня. Новая книга, роман. Да. И называется «Проблема Радника». Ага. Прелесть. Вы были правы. Мне понравилось. Да. И Малике тоже понравилось. Да, это правда. Но, если честно, эта книга напугала меня. Мне показалось, что это злая книга. Ну, забавная. Да. Я, когда читал, во многих Просто местах немного. умирал со смеха. Мне не показалась она злой, а совсем наоборот, очень милой. Но злость тоже необходима в разумных пределах. Это поможет нам в Германии. Давайте поженимся, заведем общих детей. Умоляю вас, ну давайте. Сейчас ее читает Брэд Силбер из Life, изучает возможность публикации. Отлично. А Гарольд Макгро прочтет ее лично в эти выходные. Ты шутишь? Зачем? Это простая формальность. Справедливость торжествует. Ты долго наблюдал, как менее талантливые писатели обходят тебя, но сейчас
Настал твой звездный час. Они готовы раскошелиться по полной программе. Это правда? Спорим на твои часы? Но у меня нет часов. Можешь купить. Теперь это тебе по карману. Они не перезванивают, не читают тебя по полгода, не отвечают. А потом внезапно... Боже. Дик, ты слышишь меня? Дик. Держи, эти побольше. Да нет, все в порядке. У нас вечеринка, небольшой мальчишник для самых избранных. У вас есть гарпуны, подводные ружья? Огромный выбор. Отлично. Он выглядит как сосиска. Ладно, беру все, что мы мерили. Я предпочитаю ежемесячный платеж. Откройте мне счет. Хотел обвести меня вокруг пальца. Думал, удастся надуть меня как девчонку? А? Я вас, продавцов, насквозь вижу. Придет мой бухгалтер с чеком. Ему прямо к тебе обратиться. Да, прямо ко мне, все верно. Ясно. Да. И чек. Звони в полицию. Перед моим домом шикарная женщина! В чем дело, солнышко? Никогда не видела авторов бестселлеров? Да! Да! Я ведь не верила, что у меня получится. Перестань, Клифф. Ой, смотри, они забирают диван. О, я так любила этот диван. Привет, парни! Как дела? Да наплюй ты на диван. Кротон Фоллс, Нью-Йорк. Смотри на меня. Закрой глаза. Можно открывать? Давай. О, Клифф! Клифф! Ну вот. Готово? Идеально, ты красавчик. Я уверена, ты бы меня бросил. Нет, ты мог меня бросить. Так правильно грамматически. Не надо меня поправлять. Не такой уж ты идеальный. Все закончилось. Я же говорил, все кончено. Поверь мне, солнышко. Пока. Клифф! Ключи А, да, точно. от моей новой машины. Пока, милая. Веселись. Андре! Андре! Как здорово все получилось. Можно тебя на минутку? Я тебя не задержу. Всего на 1 минутку. Это чрезвычайно важная вещь. Так, 30 тысяч экземпляров – это мало. Такой крохотный тираж говорит о том, что книга так себе не удалась. Мы не выпускаем книгу. Ну, конечно, совершенно верно. 30 тысяч экземпляров – это все равно, что мы вообще не выпускаем Брэду книгу. Силберу не понравилась книга. Он назвал ее третьесортной копией Филиппа Рота. И он сказал Гарольду, это ужасно. Все понеслось, как снежный ком. Я хотела сообщить тебе в понедельник, прости. Мы договоримся с Нью-Йоркером. Да это нет даже намного же, лучше. нет, Для меня, послушай по крайней меня, мере. Клифф. Магро-Хилл не будет печатать твою книгу. Ее больше нет. Бомба разорвалась. Так что все кончено. Но ты ведь сказала, что это простая формальность. По-видимому, я ошибалась. Если у тебя есть другие идеи, моя дверь всегда открыта для тебя. Нина! Враг предательски воспользовался перемирием и нанес серьезный удар по нашим позициям. Они уроды. Все они. Жалкие бездари. А ты великолепный, сильный мужчина, который осуществит все свои мечты. Все до одной. Наши солдаты зализывают раны, подсчитывают понесенные потери. Знаешь, что у меня на ужин? Стейк, рыба и меч. Очень вкусно. Такое объединение. Перестань, Клифф, забудь ее, хватит. И правда, хватит. Ты прав. Поговорим о тебе, мой друг. Расскажи мне о своей детской книге. О, Ричард «Львиное сердце». Она продвигается. Думаю, закончить к концу года. Здорово. Это отличный сюжет. Война, содомия. Дети обожают читать книжки про войну.
Но что делать с содомией? Даже не знаю. Все ведь должно быть исторически точно. Все у тебя получится, потому что ты великолепный исследователь и отличный писатель. Спасибо. Диспетчер, это 351. Приближаемся к вам с северо-запада. Прошу добро на посадку. Меня подставил этот мальчишка. Нассау, Багамы. Мой преподаватель литературы в Корнеле сравнивал меня с Хемингуэем. Я половину жизни прожил, а у меня даже дивана нет. Между прочим, Генри Миллеру было 38 лет, и его не печатали, а жена бросила его ради лесбиянки. Спасибо тебе за поддержку, Дик. Ты добрый малый, настоящий друг. Заплатить за тебя? Не откажусь. Нет, я пошутил. У тебя есть ручка? Я пошутил, правда. Замечательно. Ты такими темпами лишишься... Напишу завтрашнее надолго. число. Перестань, остановись. Ну, хватит геройствовать. Иди спать. Не надо, я сам, не мешай мне. Уйди. Я сам. Ладно. Иди спать. Обязательно. Не волнуйтесь, пожалуйста. Дополнительную информацию можно получить у администратора. Не волнуйтесь, всех переселят в другой отель. Простите, вы не могли бы... Кто-то сказал, что в этот отель приезжает Говард Хьюз. В чем дело? Что происходит? Управляющий принял решение закрыть отель на эти выходные, сэр. Вас всех переселяют. Ах, это решение управляющего. Говард Хьюз захотел бассейн в личное пользование и всех выкидывают из отеля в час ночи. Я ничего не знаю об этом, сэр. Пошли. Власть денег. Секретный мир Говарда Хьюза. Известно о дружбе между Томом Миксом и Панчо Вилья. Революция. Мексиканская революция. Люди как люди, и их дружба, и... Мистер Клиффорд, Андреа задерживается, но велела, чтобы мы нашу встречу начинали без нее. Мистер Клиффорд? Погодите минутку. Встречу с вами? Угу. Ясно. Туда нельзя. Я Простите. подробно ответить на все волнующие вас вопросы. Мистер Клиффорд. Это история о том, как... Простите. Здрасте, прошу прощения. Андреа. Извините, я говорила ему, но... Клифф, у меня освещение. Ладно. Андреа, ты должна первой узнать об этом. О чем узнать? Я работаю над самой важной книгой 20 века. Такого еще не было. Обсудим это завтра. Все детали я расскажу тебе завтра. Хорошо. Утром. В 9 часов. Спасибо. У Нэтана. Это боулинг, Куинс. Знаешь, где это? Мы там не были. Сэр. Да, я ухожу. Подумай хорошенько, Андреа. Не упусти удачу. А то Саймон и Шустер на подходе. Века? А ты не мог сказать хотя бы десятилетия? Ну ладно. И почему в боулинге? Я тебя умоляю, лучше помоги. Включи подсознание. Первое, что придет на ум. Уродливая женщина. Слишком ирландский. Проблемы сельского хозяйства? О, это настоящий бестселлер. Новый взгляд на Первую мировую? Какой новый взгляд? Напиши о Пикассо. Все любят Пикассо. Я не люблю. Карл Великий. Слишком французская. История Ватикана. Жуть. Дай мне зацепку. Я саморазрушаюсь. Я позвоню Барбаре. Я сжигаю мосты, Эдит. Они никогда тебя не ценили. Есть не хочешь? У меня нервный срыв. У меня выставка всего через 3 недели. Я знаю. У меня сейчас нет времени на драмы, дорогой. Черт. Секретный мир Говарда Хьюза.
Дик! Седьмой размер. Ну как? Никто не знает, где он. А мне повезло. Я видел его, так же, как снежного человека. Я послал ему свою книгу о Дехоре. Он ее прочитал. Такое положительное изображение очень непростого человека. О боже, я получил от него ответ. Затем переписка переросла в тесное общение. Мы стали лучшими друзьями. Что скажешь? Ну и о чем твоя книга? Постой, постой. Я не... А где Саймон и Шустер, Толстой? Эта уловка сработает. Я с детства отлично подделывал почерки. Главное, уверенно. Во всех статьях говорится одно и то же. Хьюз владеет сетью компаний на $1 миллиард, но общается только при помощи записок. Он не разговаривает даже с управляющими. У него ни с кем нет прямого контакта. Вот почему это сработает. Если ты мне скажешь, что мой член вырос на 5 дюймов, я все равно воспользуюсь линейкой. У меня был адрес от одного друга и его дальнего друга, так что я послал письмо на удачу. Говард Хьюз? Говард Хьюз, миллиардер? Его эксклюзивно утвержденная биография. Он хочет, чтобы Клифф написал ее вместе с ним, и чтобы мы ее выпустили. Анализ почерка. Ах да, письмо. Можно проверить его прямо сейчас? Мне бы не хотелось умирать, не рассказав людям правду о своей жизни. О своей жизни? Итак, я поручаю Клиффорду Ирвингу выступать в качестве посредника на любых мероприятиях, касающихся издания моей биографии. Здорово, правда? Мне бы не хотелось умирать, не прояснив некоторые ошибочные представления и не рассказав людям правду о своей жизни. Итак, если ты нас не обманываешь... Так. С чего мистер Хьюз предлагает нам начать? Знаете, это очень странно. Я сам все представляю только в общих чертах. Но, правда, одно мне абсолютно ясно, что он отказывается появляться на публике и избегает личных контактов, никого не принимает, не отвечает на звонки. Эти слухи, похоже, правда. Но он сказал, что предоставит 2 написанных от руки контракта для юридических целей. И если у вас есть вопросы, то вы задавайте их через меня. Я передам их, когда он со мной свяжется. Больше мне нечего добавить. Это все. Почему вы, Клифф? Он мог выбрать для этого любого автора в мире. Я понятия не имею, почему он так решил. Это самое странное из всего, что со мной было. Мне пришло в голову лишь одно. Я ему нравлюсь. Они сравнили это письмо с перепечатанными письмами в журнале Newsweek. И предварительные выводы таковы, что почерк и там принадлежит одному человеку. Хорошо, что ж. Одну секунду. Да, конечно. Да. Мы не можем выпустить его отсюда, не сделав ему предложение. Ну, если вы уверены. Надеюсь, знаете, что делаете. Это наш шанс. Клиффорд. Да? Скажи, а вы с Говардом обсудили, сколько вы за это возьмете? Мы бы хотели сделать вам предложение сегодня. Да, Андре, конечно. Да, мы это обсудили. Я могу в этом поучаствовать? Нет. Приходит человек, говорит нечто абсолютно неправдоподобное, и именно поэтому ему верят. Нет, это удивительный феномен. В этом есть что-то спиритическое. Брось, юристы не верят в спиритизм. Это будет во всех новостях. Говард Хьюз не общался с прессой уже 15 лет.
А чего ты так нервничаешь? Нам не о чем волноваться. Я только говорю, что когда он выйдет на люди, что помешает ему засудить наши задницы? 3 слова. Иск акционеров ТВА. Говарда ждет приговор суда на 137 миллионов долларов, в том случае, если он войдет в любое издание суда. Когда выйдет книга, он не сможет подать в суд. Он просто заявит, что это подделка. Да ничего он никому не заявит. Этот парень, он же, у него вместо тапочек коробки из-под клинекса, и он пьет собственную мочу. Он психопат. А ты слышал про Интертел? У него свое собственное ЦРУ. Безжалостные советники. Эти советники ничего не узнают о книге, потому что он параноик и не скажет им. И он никогда не выйдет из своего укрытия, чтобы разоблачить меня, потому что он сумасшедший отшельник. А я представитель сумасшедшего отшельника. Поэтому чем скандальнее все это выглядит, тем убедительнее. Представь себе супервозможность. Они предложили $500 000. $500 000? Да, 400 штук Говарду и 100 штук нам. А, я думал, $500 000 для нас. Дубина, это все для нас. Нет никакого Говарда Хьюза. Дик, ты в состоянии воспринимать информацию? Да. Вот в чем проблема. Это устная договоренность. Их юристы сейчас раскритикуют ее. Поэтому нужно поторопиться. Мы должны стать специалистами по этому Остальное парню. вечером. Ладно. Если мы найдем компромат, похожий на правду, управляющие сравняют юристов с землей. Клифф, никаких встреч с особыми друзьями, ладно? Я очень дорожу тем, что мы снова вместе. Ясно? Ты просил говорить, если что-то не так. Ты весь на нервах. Да уж. Я люблю тебя. А я тебя. Вашингтон, округ Колумбия. В Сенате в 47-м. Библиотека Конгресса. Здесь его образец голоса, синтаксис, в общем, все. Сфотографируй. Ты что, с ума сошел? Нельзя фотографировать государственные документы. Это преступник. А ты хочешь это наизусть запомнить? Давай фотографируй. Я исследователь, а не преступник какой-нибудь. От этого зависит наш успех. Ты хочешь, чтобы все получилось? Снимай. Я, конечно, совершал в своей жизни скверные поступки, но обокрасть библиотеку Конгресса – вот это адреналин. Как здорово получилась твоя нога. Это у тебя коленка, кажется? Где? Вот здесь. Моя коленка. Ага. Они все не в фокусе. Ужас. Хочешь выпить? Да. Я тоже. Твою мать. Говард принимает условия. Говорит, главное – конфиденциальность. Никаких утечек или никакой книги. Клифф. Гарольд, эта книга разойдется большим тиражом, чем Библия. Наши конкуренты готовы убить ради нее. А если они ее не получат, то сделают все, что в их силах, чтобы ее уничтожить. Я предлагаю подписать этот контракт и немедленно установить абсолютную сверхсекретность. Верно. Чтобы даже жены не знали. Без исключений. С этой минуты кодовое имя Хьюза – Октавио. Книга будет называться «Проект Октавио». Соедините меня с Ральфом Грейвсом. Это кодовое имя. Наши друзья-журналисты должны взглянуть на это прежде, чем я подпишу бумаги. Охрана здесь сумасшедшая. Министерство обороны. Ведь режимный объект. Нам нужна информация, которую можно унести. Лучше улыбайся. Будь пожизнерадостней. Они всех подряд сюда пускают. А что, если я русский? Будь жизнерадостным русским. В архив? Зачем? Вы не знаете, что происходит с вашей компанией? Ну, честно говоря, сержант, нет, мы не знаем.
Дело в том, что мистер Хьюз не любит делиться информацией, а это очень обидно для нас. Знаете, что такое обидно? Позвоните в Hughes Aircraft и спросите, когда будет готов ваш самолет. Я видел людей в орденах, рыдавших как 6-летние девочки после общения с вашей компанией. Разрешите моему помощнику воспользоваться вашим туалетом. Прошу вас, сержант. Спасибо. Налево. Да, у нас бывают проблемы. Вы не первый говорите о перебоях с поставками. Невозможно ни до кого дозвониться. Неужели так серьезно? Очень серьезно. Серьезнее некуда. А нельзя поподробней? Да я только сегодня 3 раза звонил одной девице, которая понятия не имеет, о чем говорит. И не может ответить мне, когда я получу свои самолеты. В какой офис вы звонили? Вы не против, если я запишу рассказ? Конечно. Это был отдел рекламации или комплектования? Нет, комплектование. Мои люди общаются с ней или с кем-то там еще уже 3 месяца, чтобы получить 2 самолета. Это недопустимо. Да уж. Нельзя так обращаться с военными. О нет, только не это. Привет. Спасибо. Что с тобой? Все в порядке? Да. Не привлекай внимания. Все хорошо. Ты справился. Просто сердце приходит. Не волнуйся, все хорошо. Еще немножко, еще чуть-чуть. Идем. Все нормально. Дыши. Успокойся. Ты справился. Все как задумано. Никто ничего не заметил. Удачи на нашей стороне. Хорошо. Интервью с Октавио отложено. Буду держать вас в курсе. Ну как ты? Ничего, держи. Ной Дитрих. Вот он. Был правой рукой Говарда Хьюза больше 30 лет. Живет в Вегасе. Кто второй, не знаю. Вегас. Мне кажется, вряд ли этот Дитрих что-нибудь нам расскажет. Справочная. Лас-Вегас, Невада, пожалуйста. Алло. Мистер Дитрих? Да. Простите за беспокойство. Меня зовут Клиффорд Ирвинг. Я пишу книгу об истории авиации. Я был бы вам очень признателен, если бы вы меня проконсультировали. Восточный Лас-Вегас, Невада. С удовольствием. Приезжайте. Вы любите чай из герани? А? Очень полезно для кишечника. Идите за мной. Осторожно. Слушайте, вы ведь писатель. Ну, в общем-то, да. Я вам кое-что покажу. Это описание моих лет в Тулко. Вы знаете, что такое Тулко? Компания Говарда Хьюза. Скажите, а это уже кто-нибудь видел? Ни в коем случае. Это очень личное. Перейду прямо к делу. Я дам вам $500, если вы исправите грамматику. У меня с ней большие проблемы. Ну, понимаете, я вначале должен прочитать. Когда я могу вернуть вам это? Нет, я не разрешаю выносить это из дома. Прочтите это прямо сейчас, сидя здесь. Сейчас? Сейчас. Сидя здесь? Да. Не торопитесь, увидимся. Спасибо. Ты понимаешь, что это? Это рукопись, настоящее сокровище. Это просто золотая жила. Мы должны как-то... Нужно вынести ее из дома. Копия. Нам нужна копия. Вставай. Встань передо мной. Улыбайся. Водичка Что он делает? Замечательная. О, да. Следи за ним. Держи. Скажите вашему другу, пусть ныряет ко мне. Сделаешь копию и живо обратно. Живо! Спасибо.
Ну что, готов? Ну что ж, я закончил. Сэр, мой главный принцип — честность. Это нельзя публиковать. Какой-то набор предложений, сплошное словоблудие. Мне очень жаль, но я не мог вам соврать. Извините, да хранит вас Бог. Это плохо написанные сплетни тех, кто был в курсе всего. Это потрясающе, потрясающе! О, Боже! Надо отправить хорошие новости, Андреа. Интервью продвигается. Октавио распустил язык. Джекпот. Если это называется наглая ложь, то как вы назовете это? Подумать только. Все ненавидят Говарда Хьюза. Называют его дешевкой и еще как-то. Но все они его пленники, что бы они о нем ни говорили. Он Говард Хьюз, а они кто такие? Слушай, он редко бывал в отпуске, но когда бывал, то заказывал уединенный отель в горах Ючитан под названием Салина Круз. Господи, то такое количество ошибок, Я пойду прогуляюсь, скоро вернусь. Хорошо. Что случилось? Ты ведь тогда сказала мне, больше не звони? Я много глупостей наговорила. Да. Забавно было видеть тебя в тот вечер. Я бы отдал что угодно год назад за этот звонок. А сейчас слишком поздно, Клиффорд. У меня нет времени, прости. Клиффорд, подожди, мы должны увидеться. Пока. О, Клифф, только послушай. Это из рукописи Дитриха. Здесь полная расшифровка разговора Говарда Хьюза с Фрэнком Маккаллахом из Time Magazine. Они упоминают Интертел, одного мормона, Джорджа Гордона Холмса. Фантастика. Дик, послушай меня. Прошлой ночью звонила Нина из Нью-Йорка. Начинается. Дик, я целый год налаживал отношения с Эдит. Присмотри за мной, хорошо? Присматривать – это моя вторая профессия. Держи. Спасибо. Клифф, я поговорил с Барбарой, и она нашла что-то вроде издательского договора, и я хотел спросить, могли бы мы обсудить, ну, скажем, некий кредит или определенную сумму для меня. Ты недоволен тем, что я тебе предложил? Нет. Дело не в этом. А в чем тогда? Ну, я чувствую, что вроде как ты, если честно... Не бери трубку. Стой, не надо, не Алло? Привет, дорогой, это мисс Тейт. У нас тут небольшая проблема. Молчи, ничего не говори. Она знает только обо мне. Привет, Андреа. Это... Кто это? Не говори имя, не надо. Это Дик. Не надо, прекрати. Дик Саскинд. Дик, откуда вы знаете, как меня зовут? Скажи, что ты случайно. Клифф упоминал о вас. Какие у вас дела с Клиффордом? Понимаете, я, в общем-то, просто Ты в общем, я соавтор проекта «Октавия». Простите, скажите, а Клифф рядом? Да, конечно, он здесь. Дайте ему, пожалуйста, трубку. Как ты мог так поступить? Как ты Я мог? растерялся. Ты говорила, она говорила. Я знаю, что ты делаешь. Что? Я знаю, что ты делаешь. Привет, Андреа. И кто это был, черт побери? Ну, это мой ассистент. Я хотел поговорить о нем с тобой. Он работает со мной. Ладно, ты должен быть в Нью-Йорке в 9 утра в понедельник. У тебя встреча с Ральфом Грейвсом. Он главный редактор Life Magazine. Да, я знаю, кто он. Перечитай все свои разговоры с Октавио. Лайв знает о нем очень много. Так что напряги свою память как следует. Будь предельно конкретен. Я не хочу, чтобы сделка сорвалась из-за их подозрений. Подожди. Что значит сделка сорвалась? Каких подозрений? Скажи им правду. Все так и было. Он дал мне сливу. Он дал мне сливу. Представь
оставь себе что-нибудь приятное. Ты потеешь, как животное. Это возмутительно, что издатели подвергают нас таким пыткам. Но нет, отсидеться тебе не удастся. Ты ведь теперь соавтор. История. Огромная ответственность. Повторный анализ почерка показал, что ваши письма от мистера Хьюза подлинные. На 100%. Это неудивительно. Эксперты предпочитают сообщать своим работодателям хорошие новости. Он дал мне сливу. Что? Дело в том, что она была у него в сумке, и он дал мне сливу, Говард Хьюз. Дик немного забегает вперед. Для него это был запоминающийся момент. Ну так чем мы можем вам помочь? Никому не нравится, когда его обвиняют. Я не думаю, что здесь кто-то кого-то обвиняет, Дик. Мы что, целый день будем рассматривать фотографии? Мы пришли поговорить о нужно Говарде торопиться. Хьюзе. Давайте Мы поговорим поговорим об этом. Он дал мне сливу. Говард Хьюз дал мне сливу на пляже в Нассау. Я думал, первый раз вы встретились с Хьюзом в Мексике. Вот как было на самом деле. Мне внезапно, совершенно неожиданно, позвонил человек по имени Джордж Гордон Холмс, старый помощник Говарда Хьюза. Он сказал, что хочет, чтобы мы полетели в Мехико. И там ждали звонка. Мы так и поступили. Полетели туда и поселились в этой грязной ночлежке. Мы прождали 18 часов, без кондиционера, с бегающими тараканами. Я уже собирался послать его к черту, как вдруг мы заметили конверт, подсунутый под дверь. Он редко бывал в отпуске, но когда бывал, то заказывал уединенный отель в горах Ючитан. Там было написано: вас ждет пилот, который доставит вас в Ючитан. Итак, в 6 утра мы летели низко над горами. Я нервничал, но пилот был классный. Он приземлился прямо на галечную посадочную полосу. И как только мы сели, я увидел джип, спускавшийся прямо с гор. Мексиканские военные? Нет. Это был Холмс. Мистер Ирлинг? Да, это я. А вы мистер Холмс? А это кто? Дик Саскин, сэр. Это Ричард, сэр. Он был несколько удивлен, увидев Дика, но я объяснил, что Дик мне помогает в моих исследованиях, и что без него я как без рук. Мы сели в джип, и он повез нас по серпантину вверх. Мы объехали верхушку холма и оказались прямо у отеля, который назывался Салина Круз. Холмс жестом показывает нам следовать за ним. Такая тишина. А вот и комната. Прямо в конце хижины. Даже без вида на океан. Там было очень темно. Но на кровати мы увидели человека. Он сидел как монах. Говард Хьюз. Говард Хьюз. Говард Хьюз сидел там. И у меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди. А потом он протянул руку из-под москитной сетки и предложил Дику... Что? Большую сливу. Да, сливу. Дик взял сливу. Съел ее и сказал: неплохо. Потом он начал рассказывать о необычайной ценности мексиканской почвы, о земледелии, о разных продуктах. Они стали болтать, как старые друзья. В конце мы поговорили о деле и отправились домой. Что-то я проголодался. Обед. Выбери что-нибудь необычное. Так, Латур, пожалуйста, 61-го года. 61-й, прекрасно. И закажем белугу, вы не против? Звучит неплохо. Да. А знаете, Говард Хьюз не любит черную икру. Правда? Да, он даже специально заострил на этом наше внимание.
Да, я помню. Это было немного странно услышать такое. Спасибо. Это было после того, как Клифф закончил разговор о чем же... Об аварии. Точно, в Он Беверли-Хиллз. зацепил крышу одного дома, потом приземлился на крышу другого, повредил себе спину, но смог сам уйти оттуда. Да, и он сказал, что люди в Беверли-Хиллз едят икру, а он ее не любит, и поэтому разбил там свой самолет. Ладно, давайте так. 2 белуги на закуску. Может быть, 3? 3, да? Давайте 3. Спасибо. Андреа, ты не против? А вы почувствовали на себе его деловую хватку? Рассказывай. Ну, знаете, это довольно интересно. То, что он сказал, весьма любопытно. Он сказал, что многие часто думают о бизнесе как о бизнесе, что, в общем, правильно. В то же время в бизнесе есть удовольствие. Бизнес и есть удовольствие. Удовольствие может быть бизнесом. Бизнес приносит удовольствие. И это, в общем-то, одно и то же. Я поначалу этого не понял, но когда до меня дошло, то я понял, что он гений. Это ваш чек за авторские услуги. Второй чек для мистера Хьюза. Ой, Октавио, извините. На него потребуется больше времени. Так что, это вы уполномочены получить деньги мистера Хьюза? Да, я, верно. Спасибо. Не затягивайте слишком долго, хорошо? Life Magazine готов предложить 250 тысяч за эксклюзивные права на публикацию по всему миру истории Говарда Хьюза. Это рекорд, Гарольд. А вдруг этого недостаточно для рекорда? Как думаешь? О, боже, какие Деньги доказывают, что все это правда. Ты еще можешь соскочить, но только скажи об этом сейчас. Соскочить? Да. С какой стати? Мы же с тобой как 3 мушкетера. Хорошо, но все равно пока не тратим. Вдруг придется возвращать, они могут понадобиться. Ты абсолютно прав. Верховный суд принял на рассмотрение иск акционеров ТВА против миллиардера-отшельника Говарда Хьюза. Убытки могут составить 137 миллионов долларов и разорить его финансовую империю. Министерство юстиции Никсона сейчас рассматривает приобретение... Нам нужна мощная структура. Скелет, обросший мясом и кровью. Нам нужны деньги. Настоящий мощный шекспировед. Хочешь критиковать действующего президента за то, что он военный преступник? Делаешь все, что угодно. Нет. Так можно оказать влияние на целую культуру. Я хочу заработать, и чтобы меня не поймали. Знаешь, надо все делать правдоподобно. Дик, я им отдал 3 желтых конверта, которые принесли мне 500 штук зеленых. Это правдоподобно? Не очень. Хочешь выпить? Не откажусь. Я сейчас только переоделась. Давай. Я пойду домой. Оставь, я еще посижу и все оплачу. Счастливо, Том. Пока. Томми, дай мне телефон. Да, сейчас. Я видела Эльмира недавно на Ибице. Ну и как поживает твой старый приятель? Ну, я ужинала с друзьями, а он сидел в баре совсем один и выпивал. Он подошел ко мне и сказал: «Я всегда считал вашу связь с Клиффордом никчемной и аморальной». И тут же ушел. Ты все врешь. Не говорил он этого. Значит, это я вру? А кто пишет выдуманную книгу о самом известном человеке в мире? Я должен идти. Нет. Нет. Часы сломаны, останься. Чтобы еще раз убедиться, что он очень богат, и ты не хочешь его бросать? Ой, я хочу, Клифф, очень хочу. Но нельзя. Я его бросать не собираюсь. Я мелочна, Клифф. Моя самая большая мечта – стать американской кинозвездой. Это очень мелочно. Безумно мелочно. Почему тебя беспокоит то, что я твоя любовница? Брехт, Хемингуэй, у них были любовницы. Эта ложь причиняет мне головную боль. А, я забыла. Ты ведь преданный муж? Совсем забыла, пока ты трахал меня.
О, прости. Прости, мне не стоило звонить тебе. Я не хочу снова проходить через это. Обманывать ее не хочу. До встречи. О, Дик, с Ниной у меня нет будущего. Она делает меня слабым. Хорошо, хорошо. Эдит, Лучше это стабильность, помогаем. за ней, Господи, как за такой каменной засранец. стеной. Оставь меня в покое, пожалуйста. Ты рассказал Нине о книге? Ты что, совсем рехнулся? Ты что, я тупой засранец, я без тебя знаю. Ты мне лучше что теперь делать, посоветуй. Ну, пожалуйста. Ты мне друг? Ты мне друг? Да, я друг. Я не знаю, что делать, если она спросит, где я был. А ты правду скажи. Она уйдет от меня. Навсегда. Думай сам. Что тут еще скажешь? Хочешь послушать? Да. Слушание в Сенате, 47-й год. Я не уверен, что это правильная формулировка, но факт остается фактом. Я заработал 15 миллионов долларов, продавая технику для нефтяных скважин и пиво, первоклассное пиво жителям Техаса. Пиво жителям Техаса. Я думаю, что не следует общественность вводить в заблуждение, что я заработал Вводить в 15 заблуждение. миллионов долларов по угрозе войны. Это совсем не так. И должен отметить... Должен отметить. Должен отметить, сенатор. Должен если отметить. бы я Сенатор. заработал кое-где немного денег, как бы я смог вложить 9 миллионов долларов? Как бы я смог Строительство положить 5 самолета, миллионов который долларов потом себе бы в карман? на фронт? Мистер Хьюз, с чего бы вы хотели начать? Семья, друзья, отец. Хорошо. Я хочу рассказать об отце. Люди называли моего отца Большой Говард. Большой Говард. Он заработал состояние на буровых сверлах для нефтяного бизнеса. Он говорил мне, сынок, сынок, эти буровые сверла твой хлеб с маслом, никогда их не продавай. Большой Говард умер, когда мне было 18. И его техасские дружки-помощники решили продать компанию. И выпихнуть меня из дела. Я не люблю, когда меня пихают. Когда двое пытаются договориться, всегда есть лев и осел. И один пытается путем угроз и давления взять контроль над ситуацией в свои руки. Это лев. Я тогда судился с людьми, которые пытались продать отцовскую компанию. Судился с ними, я шантажировал их, нападал на них как мог. Я использовал все доступные мне способы. Я научился быть львом. Здорово. Белый дом отвергает обвинения в финансовых нарушениях. Ты этот материал уже читал? Какой? Выдержки из автобиографии Говарда Хьюза в Ladies Home Journal. Из книги писателя Роберта Итона. Юристы Лайф сожрут меня с потрохами. Ты можешь мне объяснить, Клиффорд, что за хрень творится? Тихо, тихо, я ничего об этом не знаю. Похоже, у этого Итана есть написанные от руки заметки. Те же самые воспоминания, что и у тебя. Так что, либо ты их продал дважды, и Роберт Итан псевдоним. Я не собираюсь отвечать на подобные глупости. Или, что более вероятно, это полубожество, твой друг-лунатик, использует двух писателей. Ясно тебе? Все, что есть у акул моей компании, это ты. Это значит, они засудят твою тощую задницу за каждый цент аванса, плюс ущерб за умышленное введение в заблуждение. Не по надо, поводу этого не было. Я эксклюзивной никого книги, не вводил в которую ты обещал заблуждение. сделать. Так она сказала, что они засудят нас обоих? Да. Нас обоих? Она что, назвала мое имя? Да. Этому мерзавцу пришла в голову та же идея. Но я потратил деньги.
Я же говорил, что, возможно, придется их вернуть. Черт, Дик! Ну, я получил не такой уж большой процент. Так что ты отдай им деньги, Клифф. Скажи, мол, Хьюз отказался, передумал, а я тебе потом обязательно верну. Не могу, я сам потратил большую часть. Займи у кого-нибудь. Нельзя шутить такими вещами. Если об этом пронюхает пресса, сам чертов Говард Хьюз будет преследовать нас. А Интертел, они будут пытать нас пентаталом натрия. Они убьют нас или еще что-нибудь сделают. Говард не будет нас преследовать. Его советники, может быть, он сам нет. Да неужели? Да. Он тебе это за завтраком сказал? Да. А вдруг та другая книга настоящая, а? Ты об этом подумал? Вопрос в следующем. Что бы сделал Говард в такой ситуации? Авиакомпанию купил бы. Отвлекающий маневр и бегство. Сюрприз. Ну и кто ты теперь, генерал Паттон? Вирусы и бактерии – самые опасные враги. Люс. Напрашивается вывод. Если У нас ногти у человека есть грязные, люс. то все остальное тем более. Дик, тебе нужно съездить отдохнуть. Ты все взял? Паспорт, письмо? Да. Отлично. Ты Все будет запомнил, хорошо. я- Пока. Take me the wrong way. You know you can't go on getting your own way. 'Cause if you do, it's gonna get you someday. Да, слушаю. Андре, это Клифф. На встрече должен быть Шелтон Фишер. Ты хоть знаешь, кто он? Да, глава МакГро-Хилл. Он должен присутствовать на встрече. Ладно, я попробую что-нибудь придумать. Это не для меня, это его условия. Никаких переговоров. Нет Фишера, нет встречи. Мистер Ирвинг, похоже, что либо вы, либо ваш спонсор водите всех нас за нос. Могу заверить вас, что наш журнал тут совершенно ни при чем. Итак, можете вы объяснить нам, кто такой Роберт Итон, а также почему он продает книгу, которую вы должны были написать? Шелтон, вы получили сегодня письмо? Прошу прощения. Ральф, я разговариваю с Шелтоном. И будьте добры, оставьте этот тон. Я 2 ночи подряд общался с упрямым миллиардером, и моя квота на оскорбления исчерпана. Принесите письмо, пожалуйста. Life Magazine известен тем, что оказывает некоторое влияние на карьеру писателя, мой друг. И мы... Гражданский процесс нас не пугает. Вот этот тон. Не надо так со мной. Понятно? Это оно? Шелтон, пока вы читаете его, если, конечно, Говард написал то, что собирался, я вкратце перескажу всем его содержание. Говард не знает, кто такой Итан. Книга – подделка. Но это теперь не имеет значения, поскольку, когда он узнал, что МакГро-Хилл продал права на публикацию Life Magazine, не спросив его разрешения, он буквально, как бы это сказать, побагровел. У вас проблемы, Ральф. Ведь вашим журналом владеет Генри Люс. А что не так с Генри Люсом? По мнению Говарда, Люс в одной упряжке с Хуаном Трипом из Pan American. Он чертов социалист и паршивый гольфист. Это какой-то бред. Здесь почти 3 страницы посвящены тому, какая сволочь этот Люс. Ну, это слова Говарда, не мои. Мне на Люса наплевать. Это не... А почтовая марка здесь из Нассау. Это здесь совершенно ни при чем. И мы с вами говорим о деловом соглашении, которое будет представлено в суде. Да, вы правы, у нас было деловое соглашение, нет его больше. Я уговаривал его, умолял передумать, но безуспешно. Так что, согласно инструкции,
Я вам возвращаю аванс в $100 тысяч. Вот чек. Да бросьте. Тоже мне. А теперь можете подавать на нас в суд, а мы будем искать другого издателя. Постойте, Клиффорд. Мистер Ирвинг, у нас заключен с вами контракт, по которому наша компания владеет всеми правами. Ошибаетесь. И лишь благодаря моим многочасовым уговорам они могут быть вашими, Шелтон, если в течение недели вы сделаете публичное заявление. И он даже не станет противиться участию Ральфа во всем этом деле. При условии, что вы повысите его аванс до $1 миллиона, и ни цента меньше. О, боже, боже мой. С ума сойти. Сколько? $1 миллион? Да. Насмешил. $1 миллион. Я думаю, мы должны стараться поддерживать атмосферу уважения и доверия. Доверие? Он просто издевается над нами. Доверие. Ладно, спасибо. Куда это вы? Куда уходите? Постойте-ка, я вам кое-что объясню. Эта книга принадлежит мне. Договор был подписан, и я не собираюсь платить чертов $1 миллион за это. Ясно вам? А сейчас, мистер Клиффорд Ирвинг, отправляйтесь и... Я не Клиффорд Ирвинг. Я Говард Хьюз. Род Говарда. Слова Говарда. $1 миллион, или мы идем в Даблдей. Вам решать. Хорошо. Да, забыл с вами поделиться одной вещью. Знаете, что Говард сказал однажды? А может мне просто купить контрольный пакет акций Макгро-Хилл? И добавил, я продолжу издательское дело и избавлюсь от идиотов. Это дословная цитата. Пока. О, боже. Отлично. Спасибо. Пожалуйста. Чего такие грустные? Мы, к сожалению, забыли придумать, как обналичить чеки, выписанные на Говарда Хьюза. Откройте в швейцарском банке счет на его имя для себя. Мы так и хотели, но для этого нужен номер социального страхования, а его легко проследить даже в Швейцарии. Поверь мне, мы перебрали все варианты. А что, если этот ваш чек обналичит женщина? Нет, кто открывает счет в банке, тот и должен его обналичивать. Говард Хьюз. Это должен быть мужчина. Скажите издателям, что он передумал. Хочет, чтобы в чеке были лишь его инициалы. Г.Р. Хьюз. Тогда фальшивый паспорт, фальшивое имя, Генриетта Ронда Хьюз, Гертруда Риноцерос Хьюз. И я обналичу этот чек. Нет, ты не поедешь в Швейцарию. По-моему, это отличная идея, Клифф. Она может моя жена. обналичить чек. Она моя жена, Дик. Да, ты не я знаю, пойдешь. что она твоя жена. Я тебе иногда об этом напоминаю. Ну, там, когда он не звонит, типа того. Как я вам уже объяснял, Да, тут конечно. все дело в полной анонимности, и все. Да, я знаю. Отлично. Я понял. Какой из них мой? Тот нет. это Уничтожьте старый. его. Отлично, Вот спасибо. так. Не за что. На то, чтобы обналичить чек, уйдет около недели. У тебя будет время насладиться Цюрихом. Издательский дом Макгро-Хилл и журнал Life объявили о публикации биографии Говарда Хьюза. Настоящая сенсация. Сногсшибательная автобиография. Покупатели уже сейчас делают заявки на книгу, способную стать самой противоречивой книгой века. Мне звонят, шлют телеграммы, давят со всех сторон. Не хотят, чтобы я издавал эту книгу. Ну хорошо, мы заплатим ему $1 миллион, а потом сами пойдем за это под суд. Спина разламывается. Что ты заказал? Но если вы так обеспокоены, может, вы скажете Говарду, пусть перестанет все это опровергать. Да. Я попробую что-нибудь. Вы уж извините, что так.
Несмотря на разногласия, Магро-Хилл издает эту автобиографию Хьюза. Адвокат Хьюза называет ее сфабрикованной подделкой. Допрыгались! Адвокат Хьюза... Я все еще чувствую твой запах. Люблю Нина. Назад ты еще хотел взять кредит. Между прочим, у Хьюза работают все бывшие ЦРУшники. Ты знаешь это? Все они обучены Отлично, может, боевому они искусству. поставят тебе мозги на место. Черт, что ты вытворяешь? Значит, с ней покончено, да? Я не знаю, Покончено? что это такое. Это уже... Дорогая, слушай, она сделала это специально. Решила отомстить, потому что я перестал с ней общаться. Она хочет разъединить нас. Скажи честно, ты с ней виделся? Нет, не говори, не надо. Я не хочу этого знать. Я не хочу знать. Я не хочу, чтобы ты ездила в Швейцарию. Это может быть опасно. На деньги мне плевать. Вранье! Тебя только деньги волнуют. И ты хочешь стать знаменитым. Между прочим, это и мои деньги тоже. Да пошел ты! Не подлежит сомнению тот факт, что мистер Хьюз передал в 1956 году 205 тысяч долларов Дональду Никсону, брату Ричарда Никсона. Попался. Теперь он наш. Попался. Дик! Дик! Что? Дик, я Что нашел. нашел? Нашел. Ты не поверишь. Вот. Слушай, Рибозо. Рибозо принял 100 тысяч долларов наличными для отделки дома Никсона. Это принятие денег означало, что наша просьба по ТВА и делу Air West будет рассматриваться в первую очередь. А еще в 1956 году Хьюз предоставил брату Никсона 205 тысяч долларов, чтобы заполучить контракты Пентагона. Это же отмывание денег, коррупция. Это конец. Это... Мы опубликуем это. И тогда нашего президента ждет импичмент. Ты понимаешь, какую власть нам это дает? Клифф, я не уверен, что мне нужна эта власть. А я уверен. Если ты опубликуешь это, на тебя выльются тонны дерьма. И есть люди, бог их знает кто. Политические враги Никсона, советники Хьюза. Они знают, где ты живешь. Ерунда. Забудь, что ты вообще это видел. Забыть? Да это как Тора, посланная нам самим Богом, чтобы сделать нас частью истории. Как можно забыть это, Дик? Идем, я тебе кое-что покажу. Идем. Это отправлено из Невады. Это земля Хьюза. Ну и что? Он хочет, чтобы мы помогли ему засадить Никсона. Он с нами, Дик. Говард с нами. Как вы узнали, что гидравлические системы Дилан Рид были неисправны? Ты не слушаешь, Клиффорд, черт подери. Я сделал так, что они стали неисправны, дав пару взяток в нужные руки. А почему вы не пошли в Министерство обороны с этой информацией и не получили контракт? Тогда я еще не мог его выполнить. Я выбрал другой путь. Я починил их самолеты. Я совместил наши технологии и поглотил эту компанию изнутри. Они не сопротивлялись, потому что были загипнотизированы. Вот так, Клиффорд. Когда твой враг могущественен, найди способ, чтобы он попал в кризисное положение. Не старайся воспользоваться краткосрочным успехом, а протяни ему руку помощи. Ничто не вводит в заблуждение больше, чем добрый жест со стороны врага. Ничто не делает его более уязвимым. Это Эдит.
Перемотай на начало. Я сделал так, что они стали неисправны, да? Это Андреа звонила, у нас проблемы. Сидите тихо, а то соседей разбудите. Клиффорд, вы ведь не знакомы с Фрэнком Маккаллахом? Нет. Привет, Фрэнк. Добрый день. Дик Саскинд. Дик! Здрасте. Мне вчера звонил один человек. Это был Честер Дэвис, личный адвокат мистера Хьюза. Да. Приблизительно в 1:00 дня по нашему времени Говард Хьюз позвонит сюда, чтобы поговорить с посредником по телефону. Последним журналистом, общавшимся с мистером Хьюзом лично, был мистер Маккаллах. Он ответит на звонок, поскольку он может узнать мистера Хьюза по голосу. Мистер Маккаллах заверил нас, что, по крайней мере, пока все это не попадет в печать. Мистер Дэвис также настоял, чтобы Ральф Грейвс присутствовал в комнате во время звонка. Это явилось для меня своеобразным сюрпризом, учитывая заявление Хьюза насчет лайф в ваших якобы общениях с ним. Прошу прощения. Мне нужно в туалет. Шелтон, это... Что я могу сказать? Это подстава. Вы прекрасно знаете, что скажет парень на том конце провода. Поэтому здесь мистер Маккаллах, чтобы узнать его и снять этим все вопросы. Я буду объективен. Ну что, подождем? Не могу смотреть на этот фарс. Я подожду в холле. Далеко не уходите, Клиффорд. Алло? Здесь написано выход, но выхода никакого нет. Выхода нет. Черт. Нам не выбраться. Не выбраться отсюда. Успокойся. Говард Хьюз, о боже. Успокойся. У нас нет никаких причин верить, что это был он. Маккаллах не виделся и не разговаривал с ним целых 12 лет. Дыши. Преследует меня. Он ненавидит меня. Успокойся. Успокойся. Идем наверх. Поднимайся, поднимайся. Не останавливайся. Давай, давай. Клифф, я не могу. Мне нужно ответить. Я сознаюсь. Я скажу все, что они захотят. Так, давай, вот сюда. Нужно сходить Вот сюда. в туалет. Давай, спрячься здесь. Осторожно. Вот так. Ради бога, даже если придется налить в штаны, прошу тебя, лежи здесь, ясно? Буду здесь. Я скоро вернусь. Что случилось? Пока не знаем. Маккаллах попросил нас выйти. Я говорил с Говардом Хьюзом. Его голос и интонации совершенно невозможно подделать. И он сказал мне, что не встречался с вами, и ваша книга – подделка. Мистификация. Мистер Ирвинг. Я вас слушаю. Вообще-то, зная Говарда, не берусь утверждать, что он сказал правду. Отнюдь он весьма странный человек. Но учитывая, что у вас почти нет доказательств, мое мнение на данный момент, что вы шарлатан. Если существует хоть малейшее нарушение, если вы преувеличили или изменили хотя бы одну деталь, я вас засужу на полную катушку за хищение в крупных размерах и мошенничество, если вы не ответите мне прямо сейчас, что за представление вы тут устроили.
ваше доверие. Книга, вся эта история – подделка. Я лгал всему миру. И неважно, что будет теперь, я чувствую облегчение. Что ж, у меня есть компрометирующий материал на этого двуличного мерзавца. Он у меня отправится за решетку. Или Говард покажет свое изъеденное муравьями лицо, или я разоблачу его. С меня хватит. У вас 3 дня, чтобы вытащить Говарда Хьюза и предоставить рукопись. Хищение в крупных размерах, мошенничество. Господи, ни за что. Это уже слишком. Нужно было что-то делать. Это обходной маневр. Другого выхода Вот тебе нет. и маневр. Останови машину. Что? Тормози. Останови машину. Мне нужно позвонить. Что ты делаешь? Что я делаю? Я звоню Барбаре. Вот что я делаю. Привет, это я. Ну что? Все кончено, Клифф. Я не могу сесть в тюрьму. Так что с тобой или без тебя завтра им скажу, что Говард Хьюз звонил и отказался от сделки. Ты ведь можешь вернуть им деньги? Я сейчас говорил с Барбарой. Она приняла все это очень близко к сердцу. Не сомневаюсь. Ты ведь человек чести, Дик? Разве нет? Ты ведь держишь слово? Обещал поддерживать меня во всем? Обещал, что будешь со мной до конца? Да. Да. Выйти на мировую аудиторию, свергнуть коррумпированного президента. Вот это конец, а не это! Все кончено, Клифф, все кончено. А, ну да, конечно. Прости, что разочаровал тебя. Да уж. Я бы хотела открыть счет. Меня зовут Гелия Хьюз. Гелия Р. Хьюз. Нет, я пробуждаю в людях любовь к чтению. Да. Люди читают мои книги, а мне удается немного подзаработать. Ясно. Поэтому я люблю, когда говорят «я читатель». Я отвечаю «рад за вас и за себя». Привет, ковбой. Нам пора. Нет, не хочу. Нет, У хочешь. меня тут Нам пора. интересная Нам пора. беседа с этими милыми Я знаю, дамами. но нам нужно Садись, домой. Садись с нами, выпей, расслабься. Да, Нельзя конечно, приукрашивать садись, действительность. Нужно быть правдоподобным. У Я тебя должен всё написать получится. отличную книгу. Одну книгу. Томми, дай нам Что про Ричарда ты классно еще 2 писал. двойных. Да, Мне конечно. очень Думаешь? нравится. Не уверен. 2 его главных занятия были какие? Война и содомия. В этом моя проблема. Это опасное дело, содомия. Да, я это Да что ты прекрасно можешь знать? Что ты можешь знать? Когда твой враг могущественен, найди способ, чтобы он попал в кризисное положение. Но не старайся воспользоваться краткосрочным успехом, а протяни ему руку помощи. Привет. Клифф? А что было ночью? Такой запах
Что? Боже, нет. Боже, пожалуйста. Я этого не делал. Нет. Успокойся. Послушай меня. Это была ошибка. Ей нужны долгосрочные гарантии, так? Да. Ну и хорошо. Ты сможешь ей их предоставить. Я тебе обещаю. Это сработает. У нас все получится. Обещаю. Я совместил наши технологии и поглотил эту компанию изнутри. Не изнутри. Они не сопротивлялись, потому что были загипнотизированы. Нанять меня или готовиться к пикетам у стен своего здания. Этот подлец был лживым шакалом. В 38 я облетел весь мир лишь по одной простой причине. Почему молодой человек что-то делает? Потому что ему хочется. Октавио согласился встретиться лично. Условия будут переданы сегодня днем. Они организовали встречу. Мистер Октавио будет на ней присутствовать. Это, пожалуй, самые странные требования, которые я когда-либо получал. Чтобы их выполнить, нужна помощь всех сотрудников. Завтра в час дня 4 верхних этажа этого здания должны быть освобождены. Все ковры на 14 этаже должны быть убраны, полы вымыты и натерты. И все окна нужно завесить черной тканью, так, чтобы не было пыли. Это касается и моих окон, мистер Ирвинг. Да, я бы их тоже завесил, на всякий случай, так будет лучше. Это очень деликатный материал. Я до сих пор думаю, включать ли его в книгу. Спрячьте это как следует. Конечно, Клифф. Хорошо. Что ж, тогда... Вот вам рукопись. Надеюсь, вам понравится. Я тоже на это надеюсь. Ну что ж, ладно, я приведу Говарда, когда он прибудет. Ладно. Вы должны точно следовать инструкциям. Проверьте еще раз. Убедитесь, что диаметр абсолютно верный. Все хорошо? Да, не волнуйся за меня. Ты молодец. Да, все на месте. Если что увидите, сразу же сообщайте мне. Духами пахнет. Он не любит духи. Иди вниз. Этот план чуть ветром не унесло. Так нельзя. Что за... Дай сюда. Ты его копировал от руки? Да. С оригинала? Клифф. Никаких фотокопий, ты же знаешь. Нет, Так я что... сам скопировал. Я выполняю все требования, Брэд, Клифф. Я все сделал от руки. Прости. Почему мне хочется задушить Брэда? Буквально каждый раз. Сторона здания, видите? Это он? Это он! О, боже! Он здесь! Все, уходим, Внимание, уходим! Октавио Быстрее садится! здесь! Освободить крышу! Уберите все лишнее! Давайте! Быстрее, быстрее!
Не знаю. Нет, этого не может быть. Летим назад. Он был в 15 метрах от здания. Прекрати, у меня нормальная диаграмма. Я что, по-твоему, не Да, могу? Андрей, у тебя Ты оригинал? почему-то думаешь, что я не Дай, способен пожалуйста. даже диаграмму, самую Посмотрим. простую, Посмотрим. скопировать. Я все правильно начертил. Он перепутал Запад и Восток. Что? Зачем ты это сделал? Смотри. Нет, я все Ну, перерисовал, надо как же. здесь. Неправда. Слушай, он эксцентричный гений. Любит, чтобы все было, как он хочет. Зачем ты все изменил? Трехлетний малыш так не облажался бы. Не может отличить Восток от Лучше б Запада. ты сдох, идиот несчастный. Я перерисовал все, как было здесь. Все абсолютно то же самое. Это подлинная книга. Подобный материал вам мог предоставить только Говард Хьюз. Разговорные выражения, идиосинкретическая философия. У вас там практически идеальная запись нашего разговора с Говардом, о котором я никому не рассказывал. Правда? Типичный Ага, Говард Хьюз, он отрицает сказанное. Да, точно, у меня было такое, да. Да, он вдоволь над вами Это было поиздевался. нелегко, совсем нелегко. Это правда, но, конечно, Поздравляю. мне помогали. Это просто шедевр. Правда? Я в восторге. Серьезно? Еще как. Да, да. Мистер Книге всё Кирвин, написано. всего Простите, один вопрос. простите, Говард простите, Хьюз простите. угрожает Идите за мной. принять меры, если книга будет издана. Почему он так недоволен, если эта книга подлинная? Садитесь, садитесь. Прошлой осенью к нам с визитом приезжал премьер Басыгин. Конструктивной встречи не получилось. Я не удивлюсь, если у меня по всему дому расставлены камеры наблюдения. Противоречивость книги Клиффорда о Говарде Хьюзе, похоже, серьезно беспокоит тех, кто хотел на ней заработать. Лично мне кажется, что выборы Джорджа Буша в сенаторы Соединенных Штатов пойдут на пользу Техасу. На пользу всей Америки. Все было на самом деле. Он достал сумку, пошарил там рукой и вытащил оттуда сливу. Посмотрел на Дика и сказал: «Не хотите попробовать сливу?» Дик взял ее, откусил и сказал: «Вкусная слива». Когда книга выйдет, все скептики будут поражены богатством, глубиной и качеством того материала, который нам предоставляется. Все-таки сколько же в человеке Знаете, я дерьма. очень неловко себя чувствую в этой ситуации, будучи проводником подобных откровений. Ведь эта книга не только о конкретном человеке, а обо всем нашем поколении. О том, кто мы на самом деле. Да, алло. Деньги у меня, я в безопасности. Эдит? Где ты? В аэропорту. Но они следят. А? Кто-то следит за мной, преследует меня и... Эдит? Эдит? Где Говард? Знаете, Клиффорд, я работаю на мистера Хьюза вот уже 19 лет, но ни разу не обращался к нему по имени. Вы не соблюдаете такие Мы формальности. вместе написали книгу. Допустим, я знаю, что это не так. Сейчас не это самое главное. А что же? Мир, созданный мистером Хьюзом, многогранен, Клиффорд.
В него входят многие области деятельности. Там есть вотчины и фракции, предатели и мелкие бунты. Люди, которых мистер Хьюз использует в качестве инструментов, зачастую сами являются творцами истории. Президент Никсон? Мистер Хьюз хочет знать, вы включили информацию, которую вам передали, в свою книгу? Говард хочет похоронить Никсона, верно? Тот больше не пляшет под его дудку. Ни по ТВА, ни по слиянию с Air West. Я не собираюсь обсуждать, какие у мистера Хьюза мотивы, Клиффорд. Нам нужен только ответ на вопрос. Я скажу так. Ничто на свете не помешает этой книге быть изданной в том виде, в котором я ее написал. Если ему нужна моя помощь, пускай обращается ко мне лично. Вы что, диктуете условия Говарду Хьюзу? Потому что я посланник Говарда Хьюза. Откуда такая преданность человеку, которого вы не знаете? Нет, я знаю его. Я заслужил встречу с ним. Президенты говорили мне то же самое, Клиффорд. И я скажу вам то же, что говорил им. Дело не в том, чтобы войти в дверь, Клиффорд. Нет никакой двери, к сожалению. Если бы эта дверь существовала, вы бы сейчас услышали, как она закрывается. Мистер Хьюз хочет, чтобы эта информация попала в книгу. Я так и знал. Значит, если я это сделаю, Говард позволит напечатать книгу. Это ваше предложение? А какие у меня гарантии? Примите это на веру, Клиффорд. Но это абсолютно логично, как и все то, что делает Хьюз. Есть смысл в том, что он выбрал Клиффа, а не какого-нибудь Мейлера. Тогда бы это была книга Мейлера. Спасибо. Спасибо. Некоторые утверждают, что мистер Ирвинг сфабриковал эту книгу на пустом месте. Для тех из нас, кто ее уже прочитал, ясно, что только Шекспиру под силу подобный трюк. И хотя мистер Ирвинг прекрасный человек, он не Шекспир. Дамы и господа, мистер Клиффорд Ирвинг. Спасибо, спасибо. Мы можем изменить мир, Гарольд. Эта глава должна быть в книге. Пожалуйста. На нас подадут в суд за клевету на президента. Вы выиграете суд, выиграете, я вам обещаю. Простите. Да? Выпускать это без доказательств в лучшем случае неразумно, в худшем неэтично. Подожди. Оставь меня на минутку, Клифф. Пожалуйста. Да, конечно. Спасибо. Ральф, если президент брал взятки, тогда у нас на руках... Гарольд, прошу прощения, но на линии офис окружного прокурора Цюриха. Подожди, Ральф, я сейчас. Да, это Гарольд Боннер. Это как-то связано с банковским счетом в Швейцарии. Кто тебе это сказал? Где ты это услышал? Загадка в том, что в деле замешан швейцарский банк в Цюрихе, где был обналичен чек на имя Г.Р. Хьюз.
При этом Г.Р. Хьюз оказалась таинственной дамой по имени Гелия Р. Хьюз. Сейчас ее разыскивает полиция, а обычно спокойные швейцарские банкиры не перестают это обсуждать. Кто обналичил ваши чеки? Кто открыл счет в швейцарском банке? Владелец счета в Швейцарии – женщина по имени Гелия Хьюз. Они подозревают, что она подделала подпись. Это грязно и ничтожно. Я издатель, Шелтон. Ты наемный сотрудник, несмотря на фамилию. Мы заплатили за книгу, и мы ее напечатаем. Заводи станки, черт подери. Зачем вы звоните сюда? Я это делаю потому, сэр, что президент заслужил предупреждение. Кто-нибудь еще знает об этом? Нет, конечно, нет. Абсолютно никто? Абсолютно никто. И где сейчас книга? Он должен получить ее с посыльным сегодня днем. I like to teach the world to sing. Sing with me. Perfect harmony. I like to ride the world and keep it company. Слава богу, милая, ты все в порядке? Да, я помогу. Позволь, я помогу. Я здесь не останусь. Что в книге? Все. Деньги Хьюза для президента. Настоящие цифры займов. Все дерьмо о рибозе во Флориде. Президент считает, что все это достоверно? А как они еще могли узнать? Нужно поговорить с этим Фишером. Пусть уничтожит книгу. Хьюз пытается добраться до шефа. Президент пришел в ярость. Боится, что книга попадет в руки Национального демократического комитета. Черт. Думает, что сейчас они сидят в своем отеле Уотергейт и читают ее. Я позвоню Гансу. Пусть проверит, пришел ли в НДК экземпляр книги. И приготовь что-нибудь для президента. Если это выльется наружу, ему придется выступить перед нацией. И что сказать? Что у доносчиков есть любовницы. Я сидела в самолете и размышляла. Я долго думала обо всей твоей лжи с самого начала. Конечно, может, я не самая красивая или сексуальная, или... Нет, милая, нет, это неправда. Такое я чувствую себя из-за тебя. Так что я ухожу. Я верну им все деньги. Деньги, полученные за книгу. Но ты столько работала над нами, над книгой. Накажи меня, но себя-то не наказывай. Ты всегда так осторожен, когда говоришь. Всегда так необычайно нежен, когда тебе что-нибудь нужно. Но я все равно уйду. Но перед тем, как уйти, я хочу тебе помочь. Ты слишком устал от своей лжи. Скажи правду. Скажи мне правду о том, что ты делал с ней в этот раз. Я даю тебе возможность очиститься. Я видел ее. Когда? В прошлом месяце. Это было в городе. Там, в провинции. Мы с ней говорили о прошлом, и я поддался. Я поддался искушению настолько, что пошел с ней. Пошел в ее номер и я поцеловал ее. И
И потом что-то произошло со мной. Что-то физическое. Я как-то отпрянул и... Я ничего не смог. Я не смог. Ушел, оставив ее посреди комнаты. Я убежал по лестнице. Ты сейчас пытаешься принять важное решение, я это знаю. Я хочу, чтобы ты знала, это правда. Я не вру. Тебя ненавижу. Я люблю тебя. Я тебя ненавижу. Мне нужно на воздух. Человеческие отношения невозможны. Особенно с женщинами, Клиффорд. Мы пытаемся, конечно, контролировать себя, чтобы они могли быть счастливы. Думаем, что их счастье может стать и нашим. Нет? Мы стали единым целым. И я рад этому. Так будет лучше. Ты на мели? Попроси у друга еще один подарок на день рождения. 2400 наших парней. 12 лет. Он должен 12 быть лет я для тебя бесплатно проводил исследования. Я покрывал твои грязные делишки. Я считал, что когда-нибудь мне за это воздастся, черта с два! Ты заплатил ей. Заплатил этой шлюхе! Я мог потерять свою жену. Как всегда, Кассандра и плохие вести. Клифф, я не такой, как ты. Я признался. Тебе нужна свобода, Дик. Что это? Что это такое? Это твое мнение. Из-за него ты испоганил мне жизнь. Я всегда желал тебе этого больше, чем себе. Добиться успеха. И мы это сделали, Дик. Черт, у нас получилось. Смотри, иди сюда. Что скажешь? А? Они твои. Мне плевать на них. Возьми. Не надо, не нужны Возьми, мне эти Дик, деньги. Они твои. Возьми, это все твое. Что здесь творится? Интердел. Дик. Интердел. Эти сукины дети. Эти ублюдки ворвались ко мне вчера ночью. Они были здесь. Они похитили меня, затолкали в машину и отвезли в Нассау. И там они угрожали мне. Они избили меня и выбросили в окно. А я сказал, нет, эта книга будет... Наша книга будет напечатана. Никто нам не сможет помешать. Я был тверд. Мне дали гарантии. Этому Говарду Хьюзу никто не будет мешать! Этому Говарду Хьюзу? Этому Говарду Хьюзу. Клиффорд Ирвинг. Интертел похитил тебя и отвез на САУ? Да, ЦРУ, бывшие сотрудники ЦРУ. Боевое искусство. Ты был прав, абсолютно прав. Я был здесь вчера ночью, Клифф. Я пришел прослушать лекцию о том, как врать жене. А ты у нас эксперт по этой части. Господи, я стоял вот за этим окном. Я видел тебя здесь. Ты сидел на полу пьяный в стельку. Ты не веришь мне? Ты, как и все остальные.
Забирай свои гребаные деньги. Господи, На, держи. Клифф! Забирай Да свои пошел ты! деньги, придурок! Забирай свои гребаные деньги! Все свои пошел поганые ты! проценты! Сам пошел, проваливай! Забирай свои сраные деньги и проваливай! Не смей бросаться в меня деньгами! Не подходи ко мне! Держись от меня подальше! Никто не отвозил тебя в Нассау. Им наплевать на тебя. Минутку, пожалуйста. Сэр? Да. Честер Дэвис, адвокат мистера Хьюза на первой линии. Хорошо. Вы уверены? В котором часу это будет? Я вам безумно благодарен. Президент теперь ваш должник. Конечно, у меня есть огромная груда всяких фотографий и других записей, начиная с самого детства. У меня их целые тома, и даже комнаты набиты ими. Скажите, мистер Хьюз, вы сотрудничали или хотя бы знаете... Еще раз поздравляю. Спасибо. Это восхитительно. Спасибо, большое спасибо. Почему нас, черт подери, не предупредили? Надо ж так вляпаться. Детство. У меня их целые тома, и даже комнаты набиты ими. Скажите, мистер Хьюз, вы сотрудничали или хотя бы знаете человека по фамилии Ирвинг, который утверждает, что написал эту биографию вместе с вами? Что ж, это должно войти в историю. Жаль, я больше не занимаюсь кино, поскольку не припомню ни одного сценария столь сумасбродного или столь богатого на воображение, как вся эта выдумка. То есть, сэр, вы не знаете человека по имени Клиффорд Ирвинг? Нет, я никогда его не видел. И не слышал о нем до недавнего времени, когда вся эта история привлекла мое внимание. И это просто потрясающе. Это выходит за рамки любого воображения. Конечно, побудительным мотивом Ирвинга могли быть деньги. Но Макгро Хилл и Time Life не должны заниматься поддельными рукописями. Я думаю, у них есть дела поважнее, чем это. И где-то наверняка хранятся банковские записи этого перевода. Так что я просто понятия не имею, о чем они думали, когда затевали все это. Ходят слухи, что у вас были деловые отношения с другом президента Никсона Бебе Ребоза, а также деловые отношения с самим президентом. Вы не хотели бы высказаться по этому поводу? Сегодня был выписан ордер на арест жены Клиффорда Ирвинга Эдит. Она обвиняется в мошенничестве и подлоге. Она сняла в швейцарском банке деньги, предназначенные для Говарда Хьюза, чью автобиографию ее муж якобы написал. Хьюз опроверг подлинность этой книги. Эдит? Клиффорд Ирвинг умело сфальсифицировал разные документы, имеющие отношение к жизни Говарда Хьюза, и, завоевав доверие у боссов издательства, обманным путем заполучил контракт на огромную сумму. Ожидалось, что выход книги станет сенсацией. Так и получилось, но сенсация оказалась со знаком минус. Эдит? Эдит? Эдит! Значит, можно сказать, что это были интимные отношения. Да, отношения были очень близкие. И вы подтверждаете, что мистер Ирвинг не встречался с мистером Хьюзом в тот день? Он не мог встречаться с Говардом Хьюзом в Нассау, поскольку он был со мной в отеле Плаза. Он посвятил вас в свои планы по поводу книги? Нет, я ничего об этом не знала. Я неприятно поражена всей этой ситуацией. А чем вы занимаетесь, мисс Ван Палланд? Я актриса и певица. Говард Хьюз вчера выступил с заявлением по поводу своей так называемой автобиографии и фактов в ней содержащихся. Нас вечно губят какие-то незначительные детали.
Может быть, вы мне объясните, Джордж? Конечно, Клиффорд, поэтому я и пришел. Это был кошмарный год для Говарда, верно? Вся эта возня с ТВА и с Сейр Уэст, ничего не складывалось. И потеря контроля над Никсоном, своим посредником. И, конечно, ему был нужен какой-нибудь рычаг, чтобы держаться на плаву. На Говарда Хьюза пошли акционеры. Убытки Хьюза могут составить 137 миллионов долларов. И вот однажды он открывает свою дезинфицированную газету, а там мы и наша скромная книга. Когда твой враг могущественен, найди способ, чтобы он попал в критическое положение. И делать ничего не пришлось, лишь слегка подтолкнуть. А потом подкинул нам компромат. Все дерьмо о репозе в Чтобы привлечь внимание Никсона, еще немного дерьма. Считают это достоверно? А как они еще могли? У Никсона истерика, он думает, книга настоящая. Не старайся воспользоваться краткосрочным успехом. А протяни ему руку помощи. И Говард держит свое слово перед президентом. Пополняет его счет, а мы в пролете. Вы не знаете человека по имени Клиффорд Ирвинг? Нет, я никогда его не видел. Я не слышал о нем. Я не злюсь, Джордж. Я разочарован. Я-то думал, что, может, мы были партнерами, Говард и я. Не принимайте это на свой счет. Так же, как деревья не принимают на свой счет, когда лес рубят на древесину. Они часть великого замысла. Но я неплохо справился с задачей. Вы были великолепны. Мистер Хьюз это отметил. Правда? Зачем мне лгать вам? Благодаря заявлению Говарда Хьюза удалось избежать серьезных неприятностей. Это все новости на сегодня. Благодарим вас. И до Спасибо. новых встреч. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna be Мистификация. her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Я буду сотрудничать. В обмен на снисхождение к Нику и особенно к Эдит. Мистер Ирвинг приговорен к 2,5 годам тюрьмы. Мистер Саскин к 6 месяцам заключения. Они также полностью возместят убытки Магра-Хилл. Размер компенсации 1,3 миллиона долларов. Миссис Ирвинг получила условное наказание, но мы не в силах влиять на вердикт швейцарских властей. Вряд ли можно сильно радоваться, когда заключается решение. Министерство юстиции сегодня одобрило приобретение авиакомпании Air West компании Тулка Говарда Хьюза. Напомню, что на прошлой неделе Верховный суд отклонил иск акционеров ТВА, избавив мистера Хьюза от необходимости выплаты 137 миллионов долларов, так что эта неделя была крайне успешной для эксцентричного миллиардера. Арестовано 5 человек, пытавшихся проникнуть в штаб-квартиру Национального демократического комитета, расположенную в отеле Уотергейт. Клиффорд Ирвинг отсидел 17 месяцев. В то время как Эдит Ирвинг провела около года в швейцарской тюрьме. Вскоре после выхода на свободу в 1974 году Клифф и Эдит подали на развод. Советники Белого дома подтвердили, что книга Клиффорда породила хьюзовскую паранойю у Никсона, что потом привело к Уотергейтскому скандалу.
1973 году Дик опубликовал книгу «Ричард. Львиное сердце». Он исключил из нее часть про содомию. Дик Саскинд прожил в браке до самой смерти в сентябре 1999 года. Клиффорд продолжил карьеру писателя, выпустив книгу «Мистификация. Воспоминания об этих событиях». Пресс-конференция по громкоговорящей связи в 1972 году стала последним публичным появлением Говарда Хьюза. Согласно свидетельству о смерти, Хьюз умер 5 апреля 1976 года. В настоящее время Клиффорд все еще пытается добиться публикации автобиографии Хьюза.